Всем привет! А у нас сегодня аварийный выезд. В 40 километрах от Сыктывкара многоквартирный дом, пропал свет во всем доме. Выключается вводной автомат питания. Едем в полную неизвестность, что может быть непонятно. Будем разбираться по месту. У меня с собой набор инструмента. Двигаем. Сначала на такси, потом пересаживаюсь в машину заказчика. И это переломный момент в истории, когда к хорошему специалисту прикрепляют водителя с автомобилем для устранения неисправности. Вы сейчас здесь остаетесь? Да, буду ждать. Ну все, отлично. Буду ждать. Давайте посмотрим, раз здесь занимался электрик. Зайдем сюда сначала. А что, свет есть в коридоре, а в квартирах нет, да? О, здравствуйте. Мы по электрике. У вас свет отключился, да, в доме? Ну да. Не знаете, где основной щит? Во втором подъезде. Во втором подъезде Надо щит. вот. Вот он, щит. Здрасте, мы по электрике. Понятное дело. Вот, тут у вас все закончилось, да? Не знаю, что закончилось. Я пишу, знаете, может быть, это. А вот что? здесь. Это Выбивает. только что выбило, я открыл. Я пишу, знаете, может быть, это. А Да. Уже выбило? Я открыл, вот он, вот этот выбивает, Да, походу. да. И вот здесь вот прямо аж, видите, вижу, подгорело. Там уже все, аж искры. Ну, сначала как включаешь. Ага. Он тоже плавится, вот этот плавится. Ой, синий. господи. Вот. Надо, я уже писали уже в это, что надо все провести, эту проводку проверить и поменять. У вас вот здесь идет хороший кабель, вот который да, вводной. Да. Ну тоже здесь алюминька, здесь что-то медь. Ну так у вас старый дом, надо всю электрику поменять. Да нас меняли, все. Нет, когда меняли, это надо так уже все. снова. Снова надо Ну тут менять. что-то заменено, вот здесь вот два кабеля вот эти как будто новые. Неисправно, если у меня, допустим, этот чайник. Ну должно было выбить-то дома. А у дома-то вас дома тоже такой Ну, щиток зайдите, есть? Зайдите, нет, я... Вот это-то нету. У Вот, вас тут вот целый такой, щиток. да. Ух ты. Ну вот. 16, 25. Может быть. И почему тогда здесь не выбивает от этого чайника, а выбивает там, допустим? И вот здесь жительница дома правильно подметила, почему выбивает вводной автомат. Потому что после него ведь идут автоматы на квартиру, в квартирах свои автоматы. Но выбивает автомат вводной номиналом 100 ампер. Как же селективность защиты? Ну что, померяем, что тут идет. 428, 426, 420. Вот это напруга. Нет, стоит. О, там уже... Ну вот, здесь сделаны скрутки. Если вот так пробежаться, один провод подключен, даже не задействован никак. И вот здесь видно, что происходит на автомате. Значит, на первом контакте автомата один провод, это медный, на втором контакте 3 и на третьем 4 провода. Две скрутки по 2 провода, алюминиевые провода. И они подключаются к медным контактам этого автомата. И горят именно эти провода, которые на выходе с автомата. Другие провода, эти же провода, то есть на других концах, не горят, они подключены к автоматам, которые идут на квартиру. После этих автоматов тоже провода не греются, изоляция в порядке. Поэтому я остановился вот именно на этом моменте. Один провод идет сюда. С25. Вот я сейчас чайник включила, сколько там. Так, дальше что мы видим? Обгорело. Вот видно, что прям обгорело. Ну тут искрило, тут даже ямки есть на самой шайбе. Почистил. Там медные. Ну правильно, нифига себе. Там медные, мне кажется. Там медный клеммник. А здесь подключается провод алюминька. Вот это классно. Так, а чем я могу помочь? Что у меня есть? У меня есть вот такой вот
Во, этот подойдет. Если вот эту алюминьку исключить, чтобы она не контачила с медью, да, тут же все равно один провод будет. Вот этот мы убираем, он все равно в воздухе висит. А вот этот мы подключаем на первый автомат. И здесь у нас уже проблем с контактом не будет. Чтобы исключить контакт меди с алюминием, это первое. Потом исключить вот эту вот скрутку, она не нужна здесь, потому что здесь этот провод в воздухе висит. Господи, а скрутки уже давно, по-моему, уже эти актуальны. Нет, скрутки не актуальны, но тут по-другому не сделали. Ну что ж, друзья, я снова иду по следам черного электрика, который работает за пределами Сыктывкара. Оставил вот таких скруток на автомате, из-за которых греется контакт и вырубился свет во всем доме. Даже жительница понимает, что скрутки уже не актуальны. О, Господи, помилуй. Ладно. А на это вы решили на что сделать? Думаете, что... А тут еще у нас идет вот этот, если я заменю, то вот этот же у нас еще идет куда-то. И тут я обращаю внимание, что на третью клемму автомата подключено-то было 2 скрутки, а не одна. Это значит, у нас еще 2 провода надо куда-то подключить. Поэтому мы поехали в ближайший хозяйственный магазин, который расположен в соседнем поселке. Так, ну что, купили мы, значит, коробочку. Сделал я для себя тут свет временный. Потому что стал ставить клеммник на стену. Его же так не оставишь, это все открытое, тут будет фаза, поэтому надо в коробочку какую-то прятать. Вот, ну а по-хорошему, конечно, щиток немножко перебрать, но это не сегодня, это аварийный выезд, это потом электрик местный придет, который в управляйке работает и этим всем займется. Мне сейчас нужно восстановить свет. Так, ну что, тут у нас все выключено, вот моя десятка здесь. Его я буду подключать к наклемник. Ну, в общем, все покажу сейчас. Так, ну что, вот что у нас получилось. Значит, взял провод десятку, НШВИшка, наклемник в распредкоробку. И уже вот эти вот алюминиевые провода, которые были скручены и закинуты под этот винт, 4 провода, установил на клеммник. Плюс заменил, поставил медный провод 2,5 на вот этот автомат. Здесь стоял алюминиевый. Так, в итоге хотел подтянуть вот этот вот, да, а он даже не затянут. Возможно, из-за этого плохого контакта и греется сам провод. Здесь провод идет 2,5 квадрата. Вот здесь хороший контакт, затянуто хорошо. А тут его надо поджать. Сейчас открутим, посмотрим, что там внутри. Да, внутри он черный. А давайте его, наверное, заменим, раз он оплавился. Что это нам даст? Что у нас будет на проводе свежая изоляция, а не вот это оплавленная. Так, ну и подтянем все остальные контакты. Они тянутся. Закручиваются. Пошла дальше. Ну-ка, остальные, если здесь посмотреть, тоже чуть подтянулся. Вот этот слегка подтянулся. Здесь хорошо затянуто. Так, и нолики посмотрим. Так, здесь затянуто. Затянут. Нолики затянуты хорошо. Так, ну что, вот она распредкоробка. Закрываю крышки. Коробочка на месте. Так, ну что, ответственный момент. Тут у нас автомат выключен. Так, рубильник включили. Дальше замеряем напругу. Есть. 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 Включаем автоматик. Замеряем напругу. Так, заработал
счетчик. Интересно, что он заработал. Наверное, какие-то другие квартиры. Или от чего. Потому что здесь сейчас еще ничего не включено. Так, ну и начинаем. Включаем первую квартиру. Вторую. Третью. Квартиры включили. Ну что, я еще сразу не поеду. Подожду минут 10-15. Давайте как раз вашу розеточку посмотрю. Вот оно время и пройдет. 8. Вот чайник. Чайник. Да. У вас тут плита, да, к этой розетке Да. подключена? Ну плита-то... Ну-ка, давайте-ка я ее вскрою. Тут, наверное, медь вообще-то должна быть. Да? Ага. И я чайник, их ну вы месяц не одновременно включаю. не Нет, включаете, не включаю. да? Нет. Жительница этого дома попросила посмотреть ее розетку, может быть что-то в ней неисправность, потому что она включила чайник и выключился свет во всем доме. Вот. Ну, с розеткой было все хорошо, протянул контакты и закрыл. Да? Всё, Он немножко пусть у меня, кипит. он у меня это самое, Мгм. и потом хоп, и всё наполовину, выключилось, и да? выключилось. Я думаю, может что-то с чайником? Не, с чайником все Чайником нормально. нормально, да, Да, значит, потому что это провод не то. не греется, ничего. Нет, я просто Всё думаю, хорошо. может из-за чайника у меня что-то. Прошло уже 3 дня, звонка не было, видимо, все хорошо. В общем, вывод такой. Нагревалась клемма от плохого контакта меди с алюминием. Температура доходила до теплового расцепителя, и он вырубал автомат. Ошибку в своей работе может допустить каждый. Но когда человек намеренно совершает ошибку, то это уже вредительство. И вот этим занимаются черные электрики. По оплате 4500, 3 часа заняла дорога и 2 часа работа. А это инструмент, который необходим, чтобы заменить электрику в квартире. Следующая заявка. Замена проводки в квартире. Здесь нагрузим грустной музыки, которая будет созвучна со старой электропроводкой. Штраборез и пылесос я беру в прокат по этому номеру. Это не реклама, это мой отзыв. Хорошее проверенное место. Короче, вот такая неожиданность может быть, когда делаешь ремонт. Вот здесь вилка с проводом уходит куда-то в стену. Звоню заказчикам, говорю, это вам нужно, не нужно, что куда идет, что включали. Они не знают. Я говорю, ну, я тогда, так как новая электрика будет, обрезаю все. Вот, и думаю, прежде чем обрезать провод, проверю, может быть, там есть какая-то напруга. И не зря проверил. Смотрите, на этой вилке висит фаза и 0. Вот я подключил 230. То есть это берется откуда-то. Включали в удлинитель, и в удлинителе появлялась напруга. И через удлинитель этот пользовались. Вилка не как уходящий провод, да, может быть, а еще и как приходящий, фаза 0. Кстати, первый раз сталкиваюсь вот с этим. В общем, сейчас тогда отключаю питание на квартиру и проверяю еще раз на вилке. Так, подсоединил. Вот теперь ничего нет. Так, ну что, теперь можно отрезать этот провод и заизолировать.
Новая электропроводка получила устройство для защиты человека от удара током.